Здравствуйте, дорогие зрители! На сегодняшнем видео я вам покажу, как я выращиваю имбирь в условиях белорусского климата. Для этого имбирь я взял в магазине, уже где же взять больше. Главное, чтобы, когда имбирь покупать для высадки, главное, чтобы посмотреть глазки, чтобы были целые, зародыши, чтобы было откуда расти. А так, перед посадкой я на пару часов вымочил имбирь. Как-то так. Поискал в источниках, так советуют. Вроде будет это быстро развиваться. А грунт я обычно традиционно беру с огорода. А емкость взял я фасовочные пакетики. Несколько слоев сделал, чтобы надежно было. И все, землю с огорода. И сейчас мы сделаем посадку. Берем самую такую красивую углубление. И вот так. Земля утрамбована. И посыпать его еще сантиметров где-то 3 глубину. Накрыт сейчас спичечкой, чтобы размер не переборщит. Померяем. И утрамбовывать немножечко, потому что при поливе начнет земля оседать и неравномерно будет. Лучше вот так. Так, все, достаточно. Так. Еще что? Белорусского лета не хватает, чтобы имбирь полностью нормально вырастал. Поэтому уже приходится начать это все в домашних условиях. А когда уже начнется потепление, высажу на улицу. А так все, посадку произвели. Поливать я сейчас не буду. Главное, что у нас земля сейчас влажная. А позже, когда уже по мере надобности, начну уже поливать. Так, одно из главнейших сделать дренажное отверстие. И это удобно так, палочкой я сейчас попрокалываю, чтобы было лишней воде куда деться. Хорошо, китайская палочка выручает. Вот. Достаточно, я думаю. И все, помешаю сейчас поддон, чтобы лишняя вода была куда текла, на пол не текла. А так все. А теперь не обязательно куда-нибудь на солнечную сторону. Пока паросток не пойдет, не особо задумываться, чтобы была солнечная сторона или чего. А когда уже начнут паросток, уже можно будет тогда и уже на окно, где больше света. А так все. Сейчас первичную работу мы сделали. Прошло 4 недели после посадки имбиря. Уже ростки такие хорошенькие поднялись. Как только ростки показались, я переместил уже имбирь на светлую сторону окна. Уже нужна более так солнечный свет. А чтобы солнце не перегревало землю, не спеклось это клубни, корни, я так взял, склеил, сделал защиту, вот такую, и одел на это, чтобы прямые лучи солнца не соприкасались и не перегревали землю. Все, сейчас на улицу пока я высаживать не буду их, еще пока есть это заморозки еще у нас бывают. Поэтому где-то им, наверное, еще тут на окне жить недельки 3, а может и 4. А потом уже буду высаживать на улицу, в открытый грунт. А пока так. Поливом не задерживать и не переборщить. Все больше наблюдать так за развитием. Прошел месяц после того, как зашел имбирь. И смотрите, какие уже выросли. Уже с полметра, наверное.
Да и уже угрозы мороза нету. Можно высадить на улицу. Я уже лунку подготовил. Удобрять, ну заранее я удобрял уже, поэтому сейчас удобрять не буду. Просто примерил это. Сейчас мы произведем посадку. А в салофановую посуду садил я, чтобы вот так удобно было. Потом очень легко снимать его, ну, для посадки, чтобы не разрушить землю. Ой, все равно получилось, что немножечко. Но это не страшно. Ну вот. Перемешаем. Углубление. И немножечко утрамбовка. Ну, немножечко то, что надо. Короче. Немножечко утрамбовали. И надо обязательно полить. Немножко увлажним. И дальше досыпем. Ну вот все. Уже имбирь пересадили мы. Грунт открытый. Все, ждем дальнейшего роста. Два месяца, как мы высадили имбирь в грунт. Вот старые стебельки, которые дома выросли, так и стоят на месте, без развития. Зато вот много паростков, штук сколько-то, 4 больших уже выросли и маленькие еще видны. Ну, то есть я мечтал, конечно, цветы увидеть, красивые цветы имбиря. Ну, скорее всего, не получится. Ну, надеюсь, что вот по развитию уже корнеплоды точно будут. Ну, подождем осень, еще до осени время хватает. Уже осень. Скоро морозы. Пора, думаю, дальше держать имбирь нельзя. Пора выкопать. Сейчас мы посмотрим, что мы вырастили. Ну вот, видите, за 5,5 месяцев это уже старые семена, которые садили мы клубни, а это уже молодняк. Сейчас мы помоем их. Чтобы наглядно видно было, что мы вырастили. Ну вот за 5,5 месяца вот такой у нас урожай в условиях белорусского климата. Ну, в принципе, даже ничего очень. Вот, сажали вот такой клубень разов 5 больше. Так что вполне реально выращивать. Конечно, дольше была бы они в земле, тепла хватало бы. Лучше бы, ну, больше выросли бы. А так, ну, тоже ничего. Ну вот, спасибо всем за внимание. Всем удачи. До следующих видео.